Здравствуйте, с вами Вивьена. Все мои контакты в профиле, плюс, а потом все цифры и в шапке профиля, и в описании. А сегодня мы смотрим такое из ваших прошлых воплощений, из ваших прошлых жизней, какая способность или какие способности пришли из прошлой жизни. И сначала мы смотрим на воске, потом подтвердим знаками. Оп. Так. Способность из прошлой жизни идет такое, смотрите, прям свечку беру. Способность из прошлой жизни. Способность, знаете, как-то видоизменяться. Вот говорят оборотни, но это не совсем так. Здесь прям четко женщина, например, вышла. Женщина на способность, вот что идет, способность подчинять себе животных и других существ, травы, все, камни. Вот эта способность у вас есть. И она перешла из прошлой жизни, потому что многие из вас какой-то из прошлых жизней жили в горах, в скалах. И способность любить эти существа, любить их так же, как и самого человека, и как самого себя. И эта способность эзотерическая, она переходила, если смотрят женщины, из женского рода в женский род. И если рождались мальчики, то они становились укротителями этих животных. Ну, кто-то и в цирке укротителем, а кто-то просто мог действительно подчинять к себе волка, медведя, тигра. Эта способность, сейчас мы вот тут ближе посмотрим. Пожалуйста, кому надо, лично обращайтесь. Вайбер, WhatsApp, Telegram, пожалуйста, я вас жду в группе Telegram, ссылки все в описании. А также заходите в TikTok, в Дзен и в другие соцсети. Смотрите, мы смотрим сначала, вот я вам сказала, что укрощать, любить животный мир. Что еще перешло? И здесь это эзотерическое. У кого-то действительно такие вот способности, травы, собирание. Вот что-то такое, связанное с животным миром, с миром, который другой, не наш, не человеческий, а еще что перешло. У кого-то идет воплощение на другой планете. Для чего? Там вы проходили наказание. На той планете вы проходили наказание. Оно было не таким долгим, но там у вас появились знания. Вот идет из прошлой жизни, возможно, или в снах видеть предсказания, или видеть наяву то, чего не видят другие. Например, то, что видят кошки. Кошки видят несколько измерений. И вот это вам передалось из прошлых жизней. Кто это воплощает, да, тому плюс. На этой земле будет плюсом, когда вы пойдете в мир иной. Что у нас еще идет? Давайте посмотрим. Из прошлых жизней идет у вас такое, знаете, если в этой жизни вы просто не заглушили такими трудными обстоятельствами, но это просто это искать оправдание, а у вас идет понимание света. Вот вы излучаете свет, вот на уровне, где голова, вот идет чакра, вы излучаете свет, поэтому вы и видите, и можете видеть других людей. И еще у вас идет, у многих, вы смотрите под себя, работа с природой, вот оно идет все с природой, работа со стихиями, огонь, вода, земля, воздух. Очень хорошо у вас будет идти вода и воздух. Это из прошлой жизни. И этому вы научились, как я сказала, вы проходили наказание на какой-то планете, но там вас обучили этому, и оно из прошлых жизней воплотилось сейчас. Если вы это не используете, используйте сейчас, вам дан шанс, потому что планета Земля перерождается, мы переходим в другие измерения, вибрационные, выше. Берите книги, читайте, учитесь. Не учитесь по интернету. Берите книги, читайте, учитесь. Сейчас все можно заказать в интернет-магазинах. Хорошие книги, те, которые издавались
очень малыми тиражами, а теперь их переиздают. Вот такое видно на вот этой отливке. Что вам пришло из прошлых жизней? Пишите, я принимаю дары из прошлой жизни. Да будет так. И мы смотрим продолжение. С вами Вивьена. Какие способности перешли к вам из прошлой жизни? Мы посмотрели на отливки, а теперь мы будем смотреть по очень интересным картам, предсказателям, оракулам. Какие способности перешли вам из прошлых воплощений? Ну, давайте смотреть. Понимание ветра и стихий, моря, дождя, огня – это перешло вам из прошлой жизни. Что я есть? И вы всегда это спрашиваете, кто и что я есть? Кто я есть на этой земле? Какие способности? Способности излучать. Я вам говорила, это понимаете, вот знаки нам, это просто указывает на то, какую информацию мы получаем сверху. Вивьена работает по потоку из хроника Акаши. Я только что смотрела вам на воски, а здесь теперь знаки говорят. Знаки – это всякие карты, руны, кубики и все прочее. И здесь говорится, вы можете излучать свет и переходить из одного измерения в другое. Связь с природой. Огонь, ветер, дождь, огонь, ветер, вода, воздух. И у кого-то есть действительно магические способности, и во сне вы можете видеть иногда такие вещи, которые просто вас будут поражать. Это может быть и предсказание будущего, это может быть и такие вещи, как видение прошлого, кто-то может приходить. И это из прошлых жизней. Почему у вас из прошлых жизней видение пришло? Потому что это необходимо в вашей этой жизни. Оно пришло из прошлых воплощений. Оно пришло через муки, через страдания. Почему? Чтобы понять смысл, мудрость этого существования на планете, на Земле. И здесь еще раз говорит, полная энергия. Вот вы излучаете эту энергию света. Это вам пришло из прошлых жизней. Вы должны этим воспользоваться именно в этой жизни. Эта обретенная мудрость у вас есть. И даже если внешние обстоятельства заставляют заглушить эти способности, открывайте, иначе перехода не будет у вас. Видите, как говорится? Вот проснитесь и взлетите. Умудрение. Даже слово какое-то сказал, умудрение. Какие способности из прошлой жизни? Здесь действительно способности к спиритизму, познанию природы. И здесь идет спиритизм. То есть разговор через сны с ушедшими или с теми, кто будет потом. Для чего? Понимаете, чтобы действительно понять и излучать свет на других людей. Пользуйтесь вы этой способностью в этой жизни. Вот часть людей, которые смотрят меня, девочки, мальчики, неважно, часть людей действительно начинают этими способностями пользоваться. Вы как-то не понимаете, как-то жили, каши, щи, борщи варили, а тут вдруг на вас налетело, вы вдруг раз и чувствуете, что это происходит. Вдруг какая-то энергия на вас, и вы даже не понимаете, а как это? А это никто не понимает, как это. Оно вот само, ДНК вот этого, называется оно мусорная ДНК, древняя ДНК. Оно открывается, и вы становитесь. Если вы будете признавать эти знания, то вы будете обладать всем миром. Вы напишете историю этого мира.
Для чего вам это дано? Вам дано подсолнух – это знак огромной силы, магической. Для того, чтобы вы перешли в новые воплощения, в новые вибрации, и кем бы вы там стали. Каждый в этом переходе будет сам за себя. Дети сами за себя, внуки сами за себя, племянники, мужья. Каждый пойдет сам. Потому что как бы нам ни хотелось, чтобы они полетели с нами вместе в этот великолепный, странный другой мир энергетики. В 27-м году мы проснемся все уже другими людьми, а в 36-м у нас уже будут крылья, у кого эти крылья вырастут. Но каждый за себя, да, потому что тут идет, каждый будет молиться только за себя. И как вы эти способности еще примените в этой сегодняшней жизни? Вам говорят, применяй. Вы будете объединять людей, объединять около себя и не отворачиваться, консолидировать этих людей, объединять этих людей для того, чтобы действительно познать новые нормы новой жизни. И это очень сложный период. Всегда говорят на Востоке, когда хотят пожелать чего-то нехорошее врагу, родиться тебе во время перемен. Вот мы родились во время перемен. Значит, что-то мы напортачили в той жизни. И здесь нам дан шанс возродиться и взлететь. Взлетите ли вы, кто смотрит? Да, вы будете молиться за это. И здесь и действительно нужно понять, что отражение – это и есть другой мир. Пишите «Я познаю и принимаю, благословляю». Да будет